Так, ну что, мы продолжаем нашу работу. Включу я пол для того, чтобы что-либо было видно, где у нас сумка стоит. И продолжим. Теперь мы можем приступать к деталям. Да, такая будет серия у нас. Ну, давайте быстренько накидаем... Накидаем, как его, замок, например. Значит, замок. Add internal isoline. Я думаю, что полсантиметра нам будет нормально на замок. И мы можем сделать cut. Вот эти штучки мы удаляем. И сделаем замок. Так, давайте проверим. Так, это у нас вот здесь. А это у нас здесь. Значит, замочек мы будем делать следующим образом. Сюда. Так, получилось. Что у нас тут? Да, все получилось. Только сейчас нам нужно его настроить. Значит, начнем с того, что идем Edit Zipper Style. Замок у нас должен быть двойной. Теперь нам нужен не X-type, а O-type. Это когда... знаете, что нам надо было сделать? Нам нужно было сначала передвинуть ползунок замка в середину. Так. Дальше. Edit Zipper Style. Делаем X. Ну да. И вот это тоже. И это должен у нас быть O-type, чтобы он закрывался в середину. Окей. Дальше. Вот это нам не надо. Вернее, не так мы делаем. Идем в стоперы. В стоперах удаляем стоперы нафиг. В зубьях я хочу, чтобы зубья были вот такие металлические. Я хочу, чтобы они были обиджейные. То есть, чтобы они были сделаны геометрией. Чего еще? Стоперы. Стоперов у нас 2. И. Настроим материал. Для начала зубья. Зубья у нас должны быть металлические. Какие-нибудь золотистые. Вот такие примерно. Золотистые. Может быть, не такие вот такие. Какие-нибудь. Не настолько насыщенные. Так, ну да, такое. Ну так вот этот цвет подходит. Либо, что тут еще есть? Это слишком желтые. Ладно, пусть такие будут пока. Потом разберемся. Так, хорошо. Металл. Здесь ничего не делаем. Дальше страйп. Страйп. Это ленточка. Ленточка может быть чуть посветлее. Или потемнее. Нет, давайте посветлее. Окей. Так, и дальше слайдеры. Слайдеры тоже металлические. И тоже возьмем цвет вот этот. Это один слайдер.
второй выбираем слайдер, тоже металлический. И цвет этот. Дальше пуллер. Да что ж такое? Ага. О, все. Галочку поставили, пуллер готов. Хорошо, с этим разобрались. Дальше нам нужно сделать, настроить швы. Мне не нужны тут нормали, эластик, вот это вот все мне не нужно. Так. Да, швы. Швы я хочу настроить следующим образом. Они у меня должны быть вот этого типа. И да, кожаная штука должна заходить сверху. Так, это мы настроили один. Теперь второй. Да, вот. Теперь мне бы хотелось пришить вот это вот сюда. И как бы нам это сделать? Это какая? Это вот это, а это вот это, да? Угу. Тогда делаем так. М. Вот сюда пришиваем. А это сюда. Соответственно, значит, вот это, наверное, сюда. Я не уверена. А это сюда. Давайте повернем, глянем. Да, вроде бы все верно. Супер. Так. Угу. С этим разобрались. Давайте сделаем... Наверное, сначала сделаем мы не ручки, а сделаем мы вот эти штуки, которые будет присобачиваться одна длинная ручка. И для этого... давайте просто поразмечаем для начала, где у нас что будет. Так, у нас здесь прекрасная длина, 60 сантиметров. Значит, я могу отсюда и отсюда отложить Add Internal Isoline по 20 сантиметров. Так, супер. Значит, теперь ширина вот ручки, пришиваемой сюда, будет у нас 3 сантиметра. А высота это у нас будет где-то вот здесь. И она у нас будет где-то 24 сантиметра, что ли. Ну-ка, давайте посмотрим internal line. Так. Угу. Нет, высота у нас должна где-то быть вот до сих пор. До вот этой штуки. И как нам это сделать? Нам надо сделать это следующим образом. Мы берем вот это, ставим сюда, выравниваем Alt-B. И вот... Ой, вернись. И вот это мы выравниваем по вот этой точке Alt-T. Так. И у нас же еще уходит это все на загиб. Поэтому нам еще нужно поднять на сколько-то сантиметров. И
что это у нас получилось? 17. Наверное, сантиметра 3 еще надо. Нет, это мало. Это куда? Это много. Хотя, наверное, это будет выше. Знаете, что я сделала? Я, наверное, знаете, как сориентируюсь? Я сейчас сделаю на боковушке то, что нам надо. А потом мы будем... Это internal isoline. Так, это у нас было 23. Пусть будет extended. Ширина у нас была 13. Значит, давайте сделаем на 10. Так, на 10. Надо на 11 с половиной. Вот. И тогда у нас ширина вот этой штучки будет 3. Давайте проверим. Да. 3. Окей. Теперь высота. У нас здесь должна быть 22. Вернее, так. Берем Q and 22. Вот. Эта высота будет у нас место, которое пришивается. Так, merge points. Во. И теперь нам нужно ориентироваться именно по этой штуке. Так, давайте Alt-T. Так, и вот это ж надо было тоже. Alt-T. Угу. Но поскольку у нас тут еще есть загиб, то нам, по-моему, не хватает еще пару сантиметров. Так, 22. Я думаю, что здесь не хватает где-то сантиметр 1,7, наверное. Так, визуально будет одинаково. Может быть, 1,5. Ну, ладно, пусть будет так. Хорошо. Примерно это вот, находится там, где надо. Если что... Так, это сколько у нас? 23,7. Давайте сделаем 23,5 и посмотрим. Чего это будет-то? 23,5. Ну, вроде бы нормально. Хорошо. У нас ширина вот этой шлейки будет 3 сантиметра, да? Чуть больше будет на самом деле, но пока 3. Значит, берем вот эти две штучки и делаем от них по 1,5 сантиметра в обе стороны. Откладываем линии. Эти линии можем убрать. Эти линии можем замкнуть. Так, merge overlapping. Я вспомнила, что у меня там 2 лишних. Угу. Так, и здесь мы merge overlapping. Так, мы разобрались, где у нас будет что? Где у нас лицевая сторона? Вот здесь. Отлично. И давайте сразу наметим. Это у нас лицевая. Это вот это у нас лицевая. Наметим карман на этом. Короче, вы поняли. Сейчас я сделаю здесь линию. Так, и нам нужно ее опустить на 4 сантиметра. Так, вот здесь у нас будет кармашек. Кармашек у нас будет
Add internal isoline в одну сторону на 1 сантиметр. Окей. Теперь нам нужно сделать здесь линию, здесь линию. Так. Точки смерджить. И пока что мы это так и оставляем. Есть проблемка. Хотя, не, все нормально. Значит, на сегодня, наверное, я тоже эту серию закончу. И продолжим мы делать вот эти лямки всякие в следующей серии. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рада вашим комментариям. Мне безумно приятно, когда вы пишете комментарий. Причем, что мне не очень прям нужно, чтобы вы меня хвалили или благодарили. Мне намного полезнее было бы услышать от вас комментарии о том, что бы вы хотели видеть в моих видео, о чем бы вы хотели, чтобы я снимала видео. Потому что это для меня очень важно. Вот. А пока.